Я ненавидел линкбилдинг. Сегодня я люблю этот процесс. Очень сложно найти SEO-специалистов, которые любят линкбилдинг, потому что это самая сложная часть SEO, когда ты должен получать ссылки с других ресурсов. То есть ты не ответственный за публикацию контента на других ресурсах, и поэтому это действительно сложно. Но без этого не получить результаты в Google, не получить их в ChatGPT, Perplexity, Microsoft Bing или в любой другой поисковой системе. Нам нужны ссылки, которые принесут авторитет и даже трафик. И в этом видео я хочу рассказать тебе, как ты можешь получать классные результаты и как начать любить этот процесс. Давайте начнем с самого простого. Что-то мы должны делать, то, что мы не любим. Например, я люблю Макдональдс, но я не хожу в Макдональдс уже более 5 лет. По одной простой причине, что это не полезная еда. Также любая другая быстро приготовленная еда, она не полезная, поэтому я перестал ее кушать. И после этого мой вес слишком упал. То есть у меня больше 15 лет было ожирение, и сейчас я себя чувствую намного лучше в этом обновленном теле. Я не любил ходить в зал. Это было не мое. Но сегодня я играю в футбол 3 раза в неделю и тренируюсь дома 3 раза в неделю, чтобы быть в форме. Я вам скажу, что на сегодняшний момент я получаю удовольствие от процесса. Поэтому, когда кто-то говорит, что необходимо делать, потому что это важно, неправда. Надо найти способ, как получать от этого удовольствие. Поэтому, играя в футбол, я получаю удовольствие. Тренируясь дома, я тоже получаю удовольствие. Слушаю подкасты и не перегружаю. Потому что если ты не профессиональный спортсмен, тебе абсолютно не надо перетренировываться. Простые легкие тренировки для того, чтобы оставаться в тонусе, в форме. И это даже лучше, потому что те, кто перетренировывается, они получают травмы и останавливаются в какой-то момент. Но если это делается ради удовольствия, тогда результаты высокие. Такое же самое происходит именно в линкбилдинг. Я вижу, что многие, они просто сгорают, они делают то, что они не любят. Поэтому давай начнем с самых простых элементов. Первое, что я действительно не рекомендую. Не покупайте ссылки на Fiverr, не покупайте какие-то PBN, это сегодня не работает. У Google достаточно уже собственного опыта определить, хорошая ссылка или плохая ссылка. Я также не рекомендую покупать гостевые посты сайтов, которые были созданы для продажи гостевых постов, потому что это их основной доход. Google также легко это распознает, и результатов вы не получите. Поэтому игнорируйте PBN, Fiverr, дешевый линкбилдинг, когда кто-то обещает, что очень дешево и быстро принесет результаты, при этом они не могут показать ни единый проект, который показывает такие результаты, потому что все скрыто. Но если все же вы хотите получать классные результаты, первое, что необходимо сделать, начните с своего сайта. Самый качественный сегодня линкбилдинг – это внутренняя перелинковка. Просто возьмите, чтобы каждая страница на вашем сайте получала как минимум 5-10 ссылок. Каким образом? То есть ищите релевантные страницы, перелинковывайте между собой, ставьте прямые анкоры с вашими ключевыми словами. Это поможет Google распознать контент, и это действительно приносит результаты. Второй метод, который я рекомендую, это именно создавать контент, который заслуживает ссылки. Это могут быть исследования, страницы статистики, это могут быть какие-то простые калькуляторы. Создавайте эти страницы, которые натуральным образом получают ссылки. Ну и, конечно же, мы их, как правило, заряжаем Digital PR. То есть PR, написание пресс-релиза дает хорошие результаты, когда вы линкуете именно контент, который заслуживает эти ссылки естественным способом. Это дает высокие результаты. Поэтому, если вам необходима помощь с Digital PR, именно в нашем агентстве мы не чаржим a lot. Знаете, вот эти английские слова все-таки у меня пролетают, очень сложно переключаться между языками, потому что основной вид продвижения это именно все-таки англоязычный. И я вам скажу, что если сравнивать пиар-агентство, которое работает на Запад, там цены просто за несколько тысяч долларов. Например, Ферри Казони чаржит
где-то $6000 за один пресс-релиз. Это очень дорого. Но мы нашли способ, как это делать намного дешевле, качественно и получать высокие результаты. Поэтому, если необходима в этом помощь, обязательно бронирую бесплатную консультацию. И если даже мне понравится проект, я тебе сделаю пару ссылок бесплатно, и ты увидишь действительно это качество. Никто тебе таких ссылок не сделает. Но мне важно, чтобы мы начали сотрудничать и принесли результаты твоему проекту. Дальше, что бы я рекомендовал, это изучать конкурентов. Я использую для этого Сиранкин. Я знаю, что многие используют другие популярные тулы, но Сиранкин намного дешевле, качественный, находит огромное количество ссылок, и в принципе мы получаем от него очень высокие результаты и продажи. Поэтому в Сиранкин проще всего найти новые ссылки, какие-то старые ссылки, проанализировать конкурентов, и это все довольно-таки быстро происходит. Дальше, после того, как вы проанализировали конкурентов, какие бы стратегии действительно я сегодня рекомендовал, это Skyscraper техника небоскреба от Брайана Дина. И почему мне нравится эта стратегия? Потому что если вы получаете ссылки со страниц, у которых есть трафик, есть распознание в поисковых системах, это работает классно. Я не рассматриваю страницы, у которых нет трафика. Мне все равно, какие там пузомерки у этих страниц, какой авторитет страницы или домена. Мне важно, чтобы у них была лояльная аудитория и был трафик. Тогда я использую эту стратегию, и она работает очень классно. Также я бы рекомендовал все-таки писать гостевые посты именно с сайтов, у которых есть реальная аудитория, но у них основной доход не продажа ссылок. То есть они как-то пассивный доход делают, получают хорошие деньги. И вот с этих сайтов, когда вы видите, что контент созданный не для продажи ссылок, очень классные результаты. Используйте это. И как же от всего этого получать удовольствие, как я обещал в начале этого видео? Первое. Делайте то, что вы умеете, знаете. Тогда результаты будут высокие. Не пытайтесь брать то, что вы не любите, то, что требует много внимания, изучения. Даже вот в нашей компании многие вещи мы делаем самостоятельно. Например, создаем контент, который заслуживает ссылки, мы используем пиар. Но некоторые вещи мы заказываем. Почему? Потому что другие линкбилдеры, у которых очень хороший опыт, они нам в этом плане могут помочь. Например, у кого-то очень классные коннекты, у которых уже создал свою базу, и мы уже больше сотрудничаем с ними и получаем результаты. Поэтому не пытайтесь сделать все и сразу. Линкбилдинг очень сложный. Результаты получать очень тяжело, если у вас нет персонального опыта. Выбирайте те стратегии, которые действительно относятся к вам. Все остальное поручайте другим, делегируйте эти задачи. Лучше фокусироваться на развитии своего бизнеса. Если необходима помощь, бронируй бесплатную консультацию, я обязательно тебе помогу, расскажу, направлю твой проект в нужном направлении. Особенно англоязычный сегмент, очень тяжелый сегмент, но результаты там высокие при правильном подходе. Спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.